Привет, друзья! Если вы изучаете испанский, то точно сталкивались с проблемой выбора между ser и estar. 90% новичков делают эту ошибку. Но сегодня мы с вами раз и навсегда разберемся в этом. Важно, в конце урока вас ждут 3 сложных примера уровня B2. Сможете ли вы их решить? Пишите ответы в комментариях. Но перед тем, как приступить к нашему практическому уроку, по традиции попрошу вас подписаться, поставить лайк и поделиться этим видео, чтобы мой канал смог расти и не теряться на просторах YouTube, как это происходит сейчас. Давайте разберем разницу между этими двумя испанскими глаголами. Оба глагола обозначают «быть», но используются в разных ситуациях. Ser – это что-то постоянное, неизменное. Yo soy Natalia. Я Наталья. Barcelona es una ciudad preciosa. Барселона – прекрасный город. Estar – это что-то временное, изменяющееся. Estoy cansada. Я устала. La puerta está abierta. Дверь открыта. Золотое правило. Если говорим «кто», «что», «это», используем ser. Если говорим «какое», «в каком состоянии», используем estar. Теперь переходим к практической части этого урока. Начнем мы с примеров уровня А2. Давайте попробуем применить правило. Ставьте ser или estar в правильной форме. Mi hermano. Muy simpático. Мой брат очень милый. Ahora, yo en casa. Сейчас я дома. Madrid. La capital de España. Мадрид – столица Испании. Nosotros felices hoy. Мы сегодня счастливы. Su coche rojo. Его либо ее машина красная. La sopa caliente. Суп горячий. Пишите свои ответы в комментариях, я закреплю правильные в топе. Отлично, теперь чуть сложнее. Переходим к уровню B1. Где ser, а где estar? Ella, profesora desde hace 5 años. Она, учительница уже 5 лет. Esta comida, riquísima, gracias. Эта еда очень вкусная, спасибо. Mi padre, de vacaciones en México ahora. Мой отец сейчас в отпуске в Мексике. Las calles, mojadas después de la lluvia. Улицы мокрые после дождя. Справитесь? Жду ваши ответы в комментариях. Теперь 3 самых сложных предложения уровня B2. В них часто ошибаются даже носители языка, как ни странно. Juan, aburrido. No le gusta hacer nada. Juan – скучный человек. Ему не нравится ничего делать. El concierto en el Teatro Real. Концерт проходит в Королевском театре.
Mis amigos en contra de esta decisión. Мои друзья против этого решения. Только самые продвинутые смогут решить без ошибок. Кто справился, пишите в комментариях «Я мастер ser vs estar». Русскоговорящие часто делают ошибки при использовании ser и estar, потому что в русском языке эти глаголы вообще не разделяются. Мы просто говорим «я устал», «кофе горячий», «ты очень красивый». А в испанском нужно выбирать между ser и estar, и тут начинаются ошибки. Сейчас я покажу вам топ-3 ошибок, которые допускают почти все новички. Ошибка номер 1. Soy cansado вместо estoy cansado. Представьте, что вы устали после долгого дня и хотите сказать «я устал», но если вы скажете «soy cansado», носители испанского вас не поймут. «Soy cansado» – это значит «я утомительный человек», зануда, другими словами. «Estoy cansado» – вот правильный вариант. «Я устал», то есть в данный момент. Как запомнить? Ser – это что-то постоянное. Какой ты по жизни? Estar – это временное состояние. Как ты чувствуешь себя сейчас? А теперь задание. Напишите в комментариях фразу «Я удивлен». Как будет правильно? Напишите свой вариант, а правильный ответ я оставлю в комментариях. Ошибка номер 2. El café es caliente вместо El café está caliente. Похожий пример мы разбирали в последнем Shorts. Кто был внимателен, тот сразу узнал, как будет правильно. Но для тех, кто здесь впервые, объясню. Вы хотите сказать «кофе горячий», но если вы скажете «El café es caliente», это будет означать, что этот кофе всегда по своей природе горячий. Например, кипяток, он всегда горячий. El café está caliente. Правильный вариант, потому что температура кофе меняется. Он может быть холодным, теплым или горячим. Как запомнить? Опять вспоминаем золотое правило. Ser – это что-то постоянное. Estar – это временное состояние. Ошибка номер 3. Tú estás muy guapo вместо tú eres muy guapo. Вы хотите сделать комплимент и сказать «ты очень красивый». Но если сказать «tú estás muy guapo», это значит, что человек только сегодня выглядит красиво. Например, после новой стрижки. «Tú eres muy guapo». Это правильный вариант, если человек всегда красивый. Как запомнить? Ser – постоянные характеристики, внешность, характер и так далее. А estar – временное состояние, например, сегодня красиво одет. А теперь задание, еще одно. Как сказать «этот актер очень талантливый»? Eres talentoso или estás talentoso? Напишите в комментариях. Я надеюсь, что после этого урока теперь вы точно не перепутаете ser и estar. Сколько правильных ответов у вас получилось? Поставьте лайк, если урок был полезным. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями. Пусть и они перестанут путаться. Если вы еще не подписаны, сделайте это, ведь на моем канале бесплатные уроки испанского языка выходят каждый вторник, а по пятницам в формате коротких видео Shorts я выпускаю шпаргалки с новыми словами и фразами, а также другие полезные материалы для изучения испанского языка. Ну а те, кто вообще хотят быстро выучить испанский язык, могут учить новые слова, которые выходят каждый день в разделе «Сообщество». На сегодня это все, теперь переходите к следующему видео, где мы разбираем еще одну сложную тему.